Ни здрасте тебе, ни до свидания. Где ты был? Где тебя носило? Сразу побежал куда-то. Лапы вытирай. Пусть открыто. Фух. Сейчас затопим. Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Давненько я не был у своей землянки. Сейчас канун Нового года, 29 декабря. Давно не было видео. Снова по причине моей болезни. Но на этот раз эта история очень необычная. Я бы даже сказал странная. Сейчас быстренько расскажу. В общем, просыпаюсь я утром и не могу встать с постели из-за того, что очень болит стопа, не могу наступить, буквально допрыгиваю до санузла, чтобы там умыться, почистить зубы. И начинаю потихоньку вспоминать, что произошло. Вчера я просто-напросто лег спать, все было в порядке, а утром не могу наступить на ногу. Боль такая, что понимаю, что как минимум трещина, может быть перелом. И не могу никак понять, что же произошло. За всю жизнь у меня было довольно много переломов, поэтому я знаю эти ощущения, эту боль, которую чувствует человек при переломе. И я был практически уверен, что это именно перелом. Но на всякий случай положился на авось, подумал, а вдруг пройдет. И в больницу пошел уже на следующий день, когда ступня распухла. И боль стала еще сильнее, болела даже не наступая на нее. В общем, пришел я к терапевту, меня направили к хирургу. И хирург, узнав, что я не помню, как я ее мог травмировать, потому что я не падал, не подворачивал ее, вот, как-то он так перемигнулся с вторым врачом. Мол, что-то инфекционное или как-то, или вирусное, как-то он так выразился. Я не понял, о чем идет речь, как это связано с переломами. В общем, никаких гипсов, никаких повязок. Мне прописали уколы. Вот, собственно, и все. Я уколол первый укол, сам колол внутримышечно. И буквально через полчаса я уже потихонечку ходил без костыля. Вот. Второй, третий укол, и костыли я совсем отбросил. Это все происходило неделю назад. Вот прошла ровно неделя, и я уже пришел сюда по лесу, по горам, по лесам, по скользким дорожкам. В общем, я был практически уверен, что это перелом, ну или как минимум трещина. И уже готовился к тому, что долгое время придется проходить в гипсе. Но несколько уколов и перелома как не бывало. Так что вот такие вот сейчас инфекции или вирусы, не знаю, что это было.
Надеюсь, оно больше не вернется. Хотя после того, как перестал колоть уколы, понемногу болевые ощущения возвращаются. Не в такой степени, конечно. Но буду надеяться, что все пройдет. В общем, вот такая вот история. Сегодня с утра подморозило. Я решил, если не сегодня, то я навряд ли уже попаду сюда до Нового года. Потому что погода у нас такая. Я уже подходил к воде. Лед постоял пару дней. Он установился. Я слышал от рыбачков, что они были на льду. Лед около 5 сантиметров был такой вот. Только-только установился. И то явно на этом водоеме перейти его нельзя было. Только местами, где-то в заливчиках. А местами где-то и волна была. Вот. В общем, не успев установиться, лед уже снова сошел. И погодка такая. Ночью минус, днем плюс. Иногда и днем небольшой минус. Вот сейчас около 3-4 градусов плюс. Вот остатки льда. Кое-где еще по дороге я видел большие льдины, которые еще не успели растаять. Как видите, камыш весь затопило. Воды добавилось. Это практически весенний уровень. Такой, как обычно. Река стала в свое русло. Вот он, мостик. Пришел я сюда совсем налегке. Взял маленький рюкзачок. Бутылку воды. Карлосу опять мясную консерву. Карлос спит, отдыхает, как обычно, после того, как набегался по лесу, нагавкался. Вот. Ну и как обычно я не мог, чтобы ничего не забыть. Хотел взять елочную игрушку, чтобы повесить на елочку. Ну и может какой-то дождик. Ну, в общем, забыл. Не взял я никаких украшений. Да, явно видно, что елка начала тянуться на восход солнца. Веточки прямо туда разворачиваются. Ну, это, наверное, говорит о том, что она еще живая. Есть там у нее сокодвижение. И она вот это вот шевелится. Так что будем надеяться, что приживется. Дровишек я немного наколол. Дрова все отсырели. Такая погода. Да еще и здесь где-то капает. Видно, что он мокрая под дровами почва. Короче, горят очень плохо. Землянка не прогревается. Было на термометре около 0. Вот я топлю уже, наверное, часа 1,5-2. 6 градусов нагрелось. Вот так приходится мелко колоть дровишки, чтобы они хоть как-то горели. Вроде бы уже и жар хороший, и дровишки поколоты. А так нет такого активного горения. Ну вот понемногу прогревается. Уже почти 10 градусов. То у меня уже были сомнения, ночевать здесь или нет. Хотя уже без вариантов, потому что время неизвестно сколько, потому что телефон я тоже забыл дома для облегчения рюкзака. Не специально, конечно, но так получилось. Вот. Но так примерно понимаю, что уже по-светлому вернуться я не успею. Поэтому ночевать придется однозначно. Без связи, к сожалению. Но ничего. Вариантов нет. Вот я и придумал, чем можно нарядить елочку. В последнее время я не беру с собой пауэрбанки, так как у меня появились фонарики, которые уже проверены мной, светят довольно долго и очень надежные. И вот он как раз с крючочком и похож на шарик елочный. А еще можно зажечь его красным светом. Ну вот, чем не украшение. По-моему, отлично. Как я и сказал, фонарик Killnex я проверил на личном опыте.
Отличные и надежные фонари, а главное, выполняют свою основную функцию, очень долго светят. Кстати, в преддверии Нового года такой фонарик будет замечательным подарком для охотника, рыболова или военного, да и просто в домашнем хозяйстве пригодится при перебоях с электричеством. Ссылку на данный фонарик, а также на другие полезные товары от компании Killnex оставлю в описании под видео. Землянка понемногу прогревается, уже 14 градусов, поэтому уже не страшно, не замерзну. Но, возможно, топить придется почти всю ночь, потому что дровишки такие все сырые, горят плохо, нужно будет следить, чтобы не потухло. Уже начинает темнеть, хотя сейчас довольно рано. Так что, когда будет темно, основное время придется проводить внутри землянки. Довольно скучновато, тем более, что никаких планов, никаких работ я не намечал. Делать ничего не буду. А так как еще и забыл телефон. Сначала казалось, что совсем скучновато. Но с другой стороны, вспомнил уже забытое ощущение, когда не было мобильных телефонов. Да не только мобильных, даже стационарных, домашних, которые сейчас молодежь, наверное, вообще и не знает, что такое стационарный телефон. Вот как приходилось с кем-то договариваться где-то, чтобы встретиться или записки оставлять. Уже так, если честно, смутно все это дело помню. Телефоны уже давно вошли в нашу обыденную жизнь, что даже сложно представить, как мы раньше обходились без них. Казалось бы, всего-то несколько часов без современных гаджетов, без интернета, а начинаешь уже думать о том, о чем ты сам хочешь, а не о том, что тебе навязывают соцсети, которые наверняка контролируются государствами и навязывают свою мысль, свое зомбирование, наверное. Так что задумываюсь о том, чтобы избавиться от этой вредной привычки, я так считаю. Вот. Так же, как и алкоголь и курение. Все это тоже идет из государства. Это все рычаги удержания человека в подчинении. Да, Карлсончик? Вот так. Ну что, немножко пофилософствовали, поразмышляли. Теперь еще дровишек надо поколоть. Карлос, что такое? Что ты укаешь? Кого ты там ждешь? Кроме меня тебя никто там не откроет. Замерз? Сейчас. Сейчас открою. Все, иди на место, иди. Елочка горит. Я не уверен, успею ли я смонтировать этот ролик до Нового года, поэтому на всякий случай всех поздравляю с наступающим. А кто увидит его уже в новом году, то и с наступившим Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья, добра. И все это, конечно же, будет, когда наступит мир. Поэтому в первую очередь всем мира в новом и последующих годах. Всех благ. На улице темно. Я понятия не имею, сколько времени. Топил печку, хорошенько так активно топил, чтобы побыстрее прогорелась. Так хорошенько нагрелась, и я последовал примеру Карлоса. Он так сладко сопел
Я тоже задремал. Вот. И так хорошо заснул. Что это? Проснулся лишь когда стало прохладно. Вот, подбросил дровишек. Хорошо угли не погасли, потому что очень тяжело растапливалось. Дрова сырые. В общем, даже приблизительно не понимаю, сколько времени. Ну, приблизительно можно. Ну, часа 3, наверное, дрова прогорали. Потемнело в 4, в полпятого вечера. Короче, непонятно. Может 10, может 12 часов ночи. Вот, подбросил, что-то неактивно разгорается, но разгорается. Капает конденсат со всех сторон. Совсем некомфортно. Хотя заснул крепко, что даже это не замечал эти капли. Это сейчас проснулся, опять прилег. Оно кап-кап, то на голову, то на нос, то еще куда-нибудь. Лежал же там на лежанке. Вставал. Протянуло, конечно, меня там, потому что уступ глиняный, холодный. Еще не прогорелось ничего. Я перелег сюда, на другую кровать. А все-таки не на земле. Здесь вроде получше. В общем, буду продолжать топить. Сколько градусов? Ой. Градусов 17 градусов. Но это подостыло, потому что я проснулся. По ощущениям стало прохладнее, я проснулся. Видимо, было хорошо накочегарено. Ладно, будет что-то интересное, дальше включусь. Карлос храпит. Мы еще не ели ничего. Карлос с утра позавтракал. А я даже не завтракал. Хочется спать, буду, в общем, потихоньку подкладывать и дремать. Когда высплюсь, тогда поставлю чайник, попью чайку. Ну и Карлосу открою консерву. Надеюсь, он не слышит, а сейчас проснется, не даст спать. Ну все, до связи. Я снова задремал и опять проснулся. Ну теперь я совсем потерялся во времени. Понятия не имею, сколько сейчас время. Даже приблизительно. Может быть 10 часов, а может быть 5 утра. Сложно сказать, когда нет доступа к часам, к времени точному. Время начинает тянуться намного медленнее. У меня было несколько ситуаций, когда не было часов и не у кого было спросить, поинтересоваться, который час. И получалось, что вот он вроде бы уже должен быть рассвет, буквально вот-вот, а оказывалось, что время, ну, еще очень рано, там, буквально там 11 часов вечера или там час ночи. Вот. В общем, решил поставить чайник, попить чаю. Заодно покормлю Карлоса. Ну и дальше буду ожидать рассвет. Хоть бы какой-то намек, я не пойму, вроде бы и спать не хочется. По идее, возможно, я уже выспался и скоро рассвет. А может быть, наоборот, спать не хочется, потому что я в последнее время свой режим сна как-то разладился он у меня. Раньше я вставал с рассветом, старался, и ложился пораньше. А сейчас в последнее время часа 2-3 ночи я не могу заснуть. И так бывает. И вообще не сплю всю ночь до утра. Бывает там часиков 3-4 засыпаю. Ну и понятное дело, без будильника я уже с рассветом точно не встану. В общем, вот такие вот делишки. Сейчас 23 градуса, но если печка прогорает, то остывает довольно быстро.
Сейчас проверю, как у Карлоса со слухом. Поставлю сначала его мисочку. Что он на это скажет? Мисочку он быстро услышал. Но пока реагирует спокойно. Почему-то. Даже не надеется, что его ночью будут кормить. А может уже и утро скоро. Карлос, я ж не знаю. Да. Ты подумал, что тебе приснилось, наверное. Ушел обратно спать. Сейчас посмотрим, как он отреагирует на открывание баночки. Да, уже повеселее. Веселее. Сейчас я проверю кусочек маленький. Сам попробую. Съедобно или нет. Твоя консерва. Вроде ничего. Да, теперь тебе. Ой. Сейчас порежу на кусочки, потерпи чуть-чуть. Будет вся твоя банка, не переживай. Вот, полная. О, отойди. Отходи. Отойди, сказал. Ты вылазь. Вот. Не спеши. Хрюкаешь. Все. На. Осталось тебе чуть-чуть на утро. Только я не знаю, когда оно будет. Может, оно уже утро. В общем, пока потерпи. Хватит тебе. Все, отдыхай. Очень ты быстро справляешься, конечно. Да. Давай, залазь на место. Молодец. Спокойной ночи. Уже проснулся, спать не особо хочется. Вспомнил одну интересную историю из детства. Насчет часов и времени. Тогда мне было лет 12-13, и я уже на тот момент любил рыбалку и знал кое-какие рыболовные секреты. То есть мог сварить мастырку, запарить перловку. Или там сварить в марле манку, чтобы она была такая тугая-тугая. И никакая рыба ее не могла сбить с крючка. В общем, знал уже некоторые нюансы. И мои друзья, товарищи, которые тоже любили рыбалку, но не столько были уже посвящены в эти тонкости, часто составляли мне компанию, ну и я с удовольствием делился с ними своими секретами. Мы соорудили на речке такое местечко для рыбалки, чтобы было удобно ловить. Наверное, человек 5 могло там разместиться. И мы постоянно там прикармливали рыбку. И даже вот на городской небольшой речке подходила серьезная рыбка. То есть лещ весом в килограмм, это был серьезный трофей для такой реки. И мне удавалось довольно часто их там ловить. А также и караси с полкило и больше. В общем, рыбалка была интересная и уловистая. Но была одна проблемка. Мы были в таком возрасте, когда долго сложно было усидеть на одном месте. Когда у кого-то не клевало, тут начинал шуметь. Ну, в итоге вся компания начинала беситься. И о хорошем улове не могла уже быть и речь. Поэтому самые такие отъявленные рыбачки, один из них я, приходили как можно раньше. Летом это было на рассвете, даже раньше, по-моему, 4 утра начинало уже сереть. И где-то в половине 4, без 15-4 я уже был на рыбалке. Еще один мой товарищ тоже любил пораньше приходить. И мы часто с ним вот так на рассвете встречались. Спокойно рыбачили какое-то количество времени, пока остальные шалопаи не проснутся и не придут беситься. Ну а дальше уже подключались к ним
и занимались всякой ерундой. И вот в очередной раз я собираюсь на утреннюю рыбалку. С вечера уже все готово, перловка запарена, мастырка готова, прикормка. В общем, все как положено. С Серегой мы договорились, как обычно, пораньше. И я решил, вернее не решил, будильник стоял обычно на 3:30. Но тут я как-то сам проснулся чуть раньше будильника. Посмотрел на часы, 3 часа. Думаю, на полчаса смысл ложиться. Буду потихонечку собираться и топать. Думаю, посижу там по темному лишние полчаса. Может быть, глаза привыкнут, буду ловить так. В общем, так и сделал, собрался и пошел на речку. Спустился к воде, размотал потихоньку. Фонарика я с собой не брал, потому что понимал, что уже вот-вот рассветет. Вот потихоньку размотал удочки при свете луны, забросил, прикормил и стал ожидать рассвета, потому что поплавок было очень плохо видно. Поплавки. Удочек у меня было несколько. Вот. В общем, сидел, ожидал. Сереги все нету, хотя уже, казалось бы, он должен был и подойти. Я даже поймал уже какого-то карася, так вслепую, потому что поплавка не видел, решил перезабросить, а там уже сидел карасик. Ну, в общем, сижу, а оно не светает, и не светает. Я уже не знаю, что делать. Ну, явно прошло уже больше часа, а должно было, рассвет должен был быть через полчаса, даже раньше. Жду еще, сижу еще, наверное, с полчаса. Не понимаю, что происходит, уже какие-то мысли непонятные, что, может быть, солнце сгорело, может быть, апокалипсис какой-то пришел. Оставил удочки там, возле речки, сам поднялся наверх, думаю, может быть, кого-то встречу. Ну, правда, в такое время сложно было встретить кого-то, но я услышал какие-то голоса и решил быстренько подняться с реки наверх, чтобы спросить время. Вот. И каково же было мое удивление, когда я поинтересовался, который час, и мне сказали, что время около там 1:30 ночи. Повезло, что я кого-то встретил в такое время, кто-то возвращался с дня рождения. Вот. Удочки я оставил там и пошел домой досыпать еще пару часиков. А получилось все вот как. На будильнике часы я спросонку не заметил, что это было не 3 часа, а 12 часов 15 минут. То есть стрелки наоборот я посчитал. Большую и маленькую так взглядом кинул, показалось 3 часа. А на самом деле было 12 часов 15 минут. Вот. Ну и через 15 минут я уже на реке. То есть в 1:30 ночи я сидел и долго-долго ждал, пока наступит рассвет. Вот такой вот анекдот получился. На самом деле абсолютно правдивый, хотя рыбаки любят приукрасить. Но так и было. Это я вам точно говорю. Ладно, буду дальше пытаться заснуть. На улице явно еще не рассвет. Камера, успокойся. Что ты хочешь? Гулять хочешь? Пойдешь гулять? Иди гуляй. Вот
Вот и дождались рассвет. Печка прогорела. Стало прохладно. Ну, в спальнике вполне нормально. 14 градусов. На улице не знаю. Наверное, около 0. Нужно посмотреть, может быть, лед замерз. Да. В общем-то, землянка еще справляется пока со своей главной функцией. Вот. А именно дает возможность человеку, которого застала ночь в лесу, переночевать и не замерзнуть. Вот. Но уже не так комфортно, как раньше, конечно. Раньше я часов в 10, в 11 вечера подбрасывал дровишки. И утром было около 20 градусов тепла. Очень было тепло, держало хорошо оно тепло. Сейчас много щелей. И уже прямо аж непреодолимое желание у меня все это разобрать и переделать заново. Все, чтобы было ровненько. Карлос. Все, ложись на место. Сейчас будем собираться. Вот. Все, спокойно. Чтобы все было ровненько, подогнано, потому что когда я строил ее, было уже холодно, нужно было торопиться и делал все в ускоренном темпе, поэтому много нюансов и орехов таких получилось. Вот так. Да. Карлос позавтракал. Буду потихоньку собирать рюкзак и выдвигаться в сторону дома. Может быть, успею смонтировать это коротенькое видео до Нового года. И вы сможете его увидеть в ближайшее время. Видно, что небольшой минус был ночью. Тоненькая корка замерзла. А волной ее всю поломало. И вот какую-то часть принесло к берегу. Готов? Готов. Ну давай, пойдем вперед, вперед, вперед. Догоняй, обгоняй. Ну что, вот такой небольшой поход получился. Собственно, пришел для того, чтобы сообщить, что
я в порядке, потому что в комментариях часто интересуются, где пропал, почему так долго нет видео. Вот теперь вы знаете. Ну и заодно проведал, как тут елочка, прижилась или нет. В общем, как видите, льда по-прежнему нет. Когда он будет, неизвестно. Такая вот у нас зима. А в принципе, землянка еще способна дать ночлег человеку, и можно будет приехать сюда. Я думаю, что лед в любом случае будет, но не было на моей памяти такого, чтобы льда не было вообще всю зиму. Было, что до Нового года не становился лед, вот как сейчас. Но потом все равно были какие-то морозики такие продолжительные, а вода уже хорошенько остыла, поэтому лед будет, и я приеду на несколько дней, может быть на неделю, все-таки порыбачу и побуду в землянке. Что там, Карлос, грибы есть? Давай грибы сюда. Пойдем, пойдем. Непонятно, сколько сейчас времени, потому что я опять задремал и рассвет пропустил. Проснулся уже светло. Ну что, мы с Карлосом на этом будем с вами прощаться. Еще раз поздравляю всех с наступающими праздниками. Добра и мира. До встречи в новых видео. Пока-пока.